Друзья, всем огромный привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Ну, так как сейчас против Российской Федерации введено огромное количество санкций, то у нас есть, конечно же, проблемы и с телекоммуникациями. Две крупнейшие компании из трех, это Nokia и Siemens, покинули Россию в апреле 2022 года, и остался только Huawei. Huawei хочется сказать спасибо за то, что нас не бросили. На самом деле, я знаю, что Huawei тоже вроде как раздумывает, но пока еще с нами. И именно поэтому мы сегодня с вами поговорим про Wi-Fi сети, про домашние Wi-Fi сети. Знаете, если бы у нас был тут рекламный ролик, я бы сказал, ну, примерно так. У тебя проблемы с Wi-Fi, не во всех частях дома есть стабильное подключение. Когда ты сидишь в туалете, у тебя слабый пинг, я решу твой вопрос. Система Mesh от компании Huawei. Но это у нас, если бы звучал рекламный ролик. Что на самом деле? Ну, у меня дома стоит роутер от компании Ростелеком. Я думаю, что у вас примерно такая же ситуация. И я могу точно сказать, что этот роутер находится где-то в коридоре. Квартира 82 метра. И вот то место, где я сейчас нахожусь, это гостиная. Здесь Wi-Fi, честно говоря, ловит так себе. Ну, то есть, когда мне нужно, например, накатить Genshin Impact, а я это делаю примерно каждый день, запуская новое устройство и смотря, как оно работает, а это 14 гигов памяти, плюс еще обновление прошивок и так далее, я всегда беру свои телефоны и несу их в коридор, потому что там скорость соединения примерно в 2 раза быстрее, чем здесь у меня в гостиной. Я не могу сказать, что меня эта ситуация прям сильно вымораживала, но немножко напрягала. Но не настолько, чтобы я как-то сильно углубился в решение этого вопроса. В какой-то момент я очень сильно расстроился, и я сказал, так, надоела мне эта ситуация, как там надо решать вопрос. И я погуглил, и оказалось, что можно купить просто усилители Wi-Fi, да, воткнуть их куда-нибудь там в розетку в другой части квартиры, и все как будто бы будет хорошо. По факту получилось, что не все так просто, и толку особенно никакого не было. Впоследствии я узнал, что там очень много нюансов, нужно, чтобы усилители Wi-Fi хорошо подходили к твоему роутеру и так далее, и так далее. Короче, я эту ситуацию отпустил, хотя, честно говоря, она меня по-прежнему напрягала. Напрягала она меня, и тут вдруг компания Huawei, которая по-прежнему все еще с нами, говорит, а у нас есть система Mesh, называется Mesh 3. Это некий аналог нескольких роутеров, которые ты ставишь по своей квартире для того, чтобы они полностью покрыли все твое помещение. Ну, я человек, которому интересно, как это все работает, я подумал, ну, а вдруг действительно поможет. И, естественно, протестировал эту систему. И, честно говоря, результаты, которые у меня получились, они меня как бы с одной стороны и порадовали, но были моменты, которые меня, честно говоря, и огорчили. В общем, давайте сегодня я вам расскажу, как же это все работает и насколько хорошо это работает. Huawei Mesh 3. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Значит, давайте я вам расскажу на пальцах, в чем здесь суть. Вы покупаете вот такую коробочку, и у вас внутри есть 3 роутера. Точнее так, бывает 2 роутера, бывает 3 роутера. Обычно у нас в квартире есть один роутер, который мы устанавливаем где-то, возможно, куда проложили оптоволокно, и оттуда он вещает. Очевидно, что он не может полностью покрыть всю площадь квартиры. Плюс стенки, перегородки и так далее. И сигнал, конечно же, теряется. Как я уже сказал, можно попытаться организовать себе усилители Wi-Fi, но у меня, честно говоря, не получилось. Думаю, что у кого-то, конечно же, получается. А что такое система Mesh? Mesh — это когда у тебя уже есть некая сеть. Ну вот у тебя 3 вот таких роутера. Ты их ставишь в разных концах квартиры. Они уже полностью находятся в сети. Они все поддерживают быструю передачу данных. Ну там куча всяких разных спецификаций на самом деле. Но самое главное, что они уже настроены. То есть все, что тебе нужно, это к одному из роутеров подвести интернет-соединение, и вуаля, у тебя по всей квартире есть покрытие. Звучит сладковато, да? Ну, я, честно говоря, тоже так подумал, хотя вроде ничего тут хитрого особенно нет. И я все это дело собрал, я сейчас расскажу, как это происходит, и, конечно же, сделал замеры скорости со своим старым роутером, кстати, поддерживает Wi-Fi 6 поколения, и, естественно, замерил с новым роутером. Причем я решил запариться и взял 3 устройства, на которых я измерил скорость. Во-первых, это MacBook, во-вторых, это Galaxy S22 Ultra, а в-третьих, это OnePlus 10 Pro. Решил я на всех замерить до и после. Результаты, честно говоря, меня с одной стороны огорчили, а с другой стороны порадовали. Но перед тем, как мы поговорим о результатах, значит, как эта вся штука работает. Вы берете, достаете вот эти 3 или 2 устройства, ставите их рядом друг с другом и включаете. К одному из устройств вы подключаете свой интернет. Естественно, в коробке у нас есть инструкция, но я, честно говоря, эту инструкцию потерял, потому что мои дети занимались анбоксингом и куда-то они инструкцию зафигарили. Поэтому я зашел в интернет, написал Huawei Mesh 3 инструкция, тут же получил PDF-ку, скачал ее и все дело изучил. Значит, у нас сзади на коробке есть QR-код. Это приложение от компании Huawei, называется AI Life. Очень важный момент, когда вы просканируете этот QR-код, вас перебросит
на магазин компании Huawei, да, который называется App Gallery. И очень важно скачать приложение именно оттуда, потому что в Google Play тоже есть это приложение, но оно старое, по-моему, уже с 2018 или 2019 года не обновлялось, а соответственно там нету никаких новых девайсов, поэтому через него не подключить никакие новые часики, брелоки, браслеты и в том числе вот эту систему. Поэтому обязательно скачивайте приложение из App Gallery. Короче, вы скачиваете это приложение, подключаете один из роутеров к вашему Wi-Fi. Снизу, кстати, на роутере традиционно есть необходимая информация, а именно его название. Вы смотрите на это название и подключаетесь по Wi-Fi к этой сети. Кстати, у нас здесь сверху есть значок NFC. Это означает, что вы в принципе можете просто взять ваш телефон, приложить его сверху и произойдет коннект. И вот когда вы соединились, также когда вы запустили вот это приложение от Huawei, вы внутри приложения ищете ваш роутер. Вот он называется Huawei Wi-Fi Mesh 3. Делаете коротенькую настроечку, ну и вот те приготовления у нас готовы. Дальше мы берем все наши 3 роутера и ставим рядышком. Очень важно, чтобы между ними расстояние было примерно не больше метров. Нам нужно, чтобы они все объединились в одну сеть. В каждом роутере есть еще свой блок питания. Обратите на это внимание. В общем, соединяете все. Сначала у них горит вот здесь сверху красный огонек, а потом он становится голубеньким. Примерно через несколько минут. Все, это значит, что наши роутеры объединились в одну mesh-сеть. Mesh-сеть. Mesh, не знаю, как правильно. Короче, после того, как это произошло, вы берете эти роутеры и разносите по разным частям вашей квартиры. Хотелось бы, чтобы между роутерами не было расстояния больше 10 метров и не было больше, чем 2 стены. Все, после этого вы опять подключаете питание, ждете, когда красная лампочка превратится в голубенькую. Все, с этого момента у вас работает ваш Wi-Fi. Причем можно зайти в приложение и знаете, что сделать? Прямо построить карту вашей квартиры. Вот я это сделал, у меня 4 комнаты. Вы показываете, где размещены ваши роутеры. И далее, во-первых, вы можете пройтись по всем комнатам и протестировать скорость. Это очень прикольно. Во-вторых, вы можете построить специальную температурную карту, на которой как раз таки будет показано, где у вас хороший прием Wi-Fi, а где не очень хороший. Чем область более такая насыщенная, тем Wi-Fi прием лучше. Но вот здесь вы видите, что у меня написано везде прием Wi-Fi отличный. Я ходил по всем комнатам и происходило автоматическое измерение. Тут, конечно же, много всего интересного есть. Во-первых, посмотреть покрытие. Во-вторых, можно посмотреть, какие устройства подключены. Вот у меня сейчас подключены 4 устройства. Можно посмотреть, как работают ваши роутеры, посмотреть их скорость, вообще онлайн они находятся или офлайн и так далее. Кстати, если обратить внимание на коробку, то у нас здесь есть вся необходимая информация по поводу того, как все это дело работает и все технические характеристики, что к чему коннектится, какие поддерживаются соединения и так далее. Кстати, еще важный момент, ничего не рассказал про этот роутер. Он выглядит достаточно элегантно, немножко футуристично. У него не торчат никакие антенны, потому что все антенны находятся внутри. Сзади у нас есть разъем для питания, плюс сетевые входы, их 3 штуки. Также внутри есть кнопочка для сброса. Снизу ножка у нас немножко прорезинена, чтобы не скользил наш роутер, хотя он все равно немножечко все-таки скользит. Сверху у нас есть значок NFC. Ну и спереди у нас есть кнопочка для быстрого подключения. Значит, двухдиапазонный беспроводной модуль относится к классу AX3000. Есть поддержка, соответственно, Wi-Fi 2.4, 5 ГГц, и сверху здесь написано Wi-Fi 6+. Что означает плюс, честно говоря, не очень понятно. Но Wi-Fi 6 уже хорошо, быстро. Внутри, кстати, есть память на 128 и 256 мегабайт. Ну, она нужна для того, чтобы все это дело работало нормально. Кстати, вот этот момент, верхний, касающийся NFC, он работает только с Android-устройствами. Невозможно iPhone приложить, чтобы все это дело заработало. Почему? Честно говоря, не знаю. Настраивать все это можно при помощи фирменного приложения, а также вы можете перейти по специальному адресу. Он опять же указан внизу, когда вы подключитесь к Wi-Fi 192.168.3.1. Вбиваете это дело в своем браузере и переходите в веб-версию, где вы можете все дело настроить. Опять же, все это описано в инструкции. Одна из главных особенностей mesh-сетей заключается в том, что когда вы находитесь в этой сети, то вы практически бесшовно переключаетесь от одного устройства к другому. Ну, то есть, когда у вас один роутер стоит с одной стороны, вы идете, и потом зона охвата этого роутера заканчивается, и вы подключаетесь к следующему роутеру. И это переключение происходит бесшовно. То есть, если в этот момент у вас, например, видеосвязь, то она не прерывается. И это одна из особенностей mesh-сетей, потому что если вы будете просто использовать обычный роутер с какими-то усилителями, то эта штука так просто и гладко получаться не будет. Понятное дело, что ничего идеального нет, но эта система работает так. Также, кстати, если у вас есть дети, здесь есть функция родительского контроля. Вы можете выставлять расписание на определенные устройства, ну, соответственно, детские гаджеты, которые будут работать тогда, когда вам нужно. Ну и теперь самое интересное, конечно же, это результаты тестирования. Как я уже сказал, здесь есть и хорошие новости, и так себе новости.
Первая новость. Значит, у меня было 3 устройства. Это MacBook, OnePlus 10 Pro и Galaxy S22 Ultra. На MacBook, что у меня было с моим прошлым роутером? 66 мегабит на скачивание, 69 на закачивание. Когда я переместил MacBook в коридор, я говорил, да, у меня там лучше прием, то у меня было 61 мегабит на скачивание и 78 на закачивание. Ну а когда я вернул обратно и подключил все это через систему Mesh, у меня на самом деле особо изменений-то и не было. 60 мегабит на скачивание и 71 мегабит на закачивание. То есть, считайте, разницы никакой не было. Я только подумал, это интересно, и взял свой Galaxy S22 Ultra. И вот это, знаете, первое расстройство, с которым я столкнулся. Потому что вот здесь вот на старом Wi-Fi у меня Galaxy показывал 30 мегабит на скачивание и 22 на закачивание. Это очень медленно, это в 2 раза медленнее, чем MacBook. Я еще раз проверил, получилось 38 на скачивание, 43 на закачивание. Но в любом случае не быстро. Я отнес в коридор, используя старый роутер, там уже получилось 54 на скачивание и 37 на закачивание. Но зато, когда я подключил Mesh-систему, вернулся сюда обратно, 134 мегабита на скачивание и 100 мегабит на закачивание. То есть скорость выросла на Samsung в 3 раза. То есть, с одной стороны, плохо, что Samsung так медленно работал с той системой, опять же, по сравнению с MacBook. И круто, что в итоге скорость выросла. Я так подумал, ну окей, Samsung понятно, а что же у нас с OnePlus? На OnePlus у нас была следующая ситуация. Вообще, здесь самый лучший Wi-Fi. Потому что, когда Samsung скачивал свои 30 мегабит, OnePlus показывает 98 мегабит на скачивание, 114 на закачивание. Это в 3 раза быстрее, чем Samsung, и в 2 раза быстрее, чем MacBook 16. Затем я переместился в коридор и с тем же старым роутером проверил. Оказалось, скорость, кстати, помедленнее. 65 на скачивание и 98 на закачивание. Но потом я вернулся обратно, подключив уже систему Mesh, как правильно-то? Mesh, короче, система. И у меня уже получилось 135 мегабит на скачивание и 135 мегабит на закачивание. Красота? Красота? Я, честно говоря, не знаю, почему так получается. На MacBook разница практически не изменилась. На Samsung скорость выросла в 3 раза. И на OnePlus скорость выросла примерно в 1,5 раза. Было 100 мегабит, стало 135. Но в целом-то что можно сказать? Система работает, это самое главное. Конечно, для чистоты эксперимента можно было бы попробовать в разных помещениях, на разных расстояниях и так далее. Но по поводу этого можно посмотреть и другие ролики на YouTube. А я делаю основной вывод такой. Система работает. Раньше, когда у меня был Wi-Fi роутер и какой-то там усилитель Wi-Fi, то толку особенно никакого не было. Парни у меня там в комнате жаловались, что у них Fortnite медленно идет, потому что пинг слабый. А теперь вроде как все закрутилось, завертелось. Тут единственный есть важный момент. Все-таки вот эта система, она на самом деле, не самая бюджетная. Потому что вариант с 2 роутерами стоит порядка 12 тысяч. Вариант с 3 роутерами стоит порядка 19 тысяч. Это вот, наверное, такой главный момент, который немножечко расстраивает. Но, с другой стороны, если хочешь, чтобы у тебя все работало, тем более, что от компании, которая пока еще с нами находится, соответственно, можно и заплатить такую сумму. Вот такая вот история, друзья. Я, честно говоря, остался довольным, как работает Mesh-система. Наверное, еще пройдет время, и я смогу понять прямо четко, хорошо она оправдала себя, стоит ли она вот этих вложений или нет. Но для себя я выводы сделал. Вам хочу сказать большое спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Очень надеюсь, что оно оказалось для вас полезным. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я внизу оставляю дзен и все остальное. Также обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, потому что я в телеграм-канале Честный Блог начинаю очень много постить всякого разного контента. Не только новости по поводу видосов, которые у меня выходят, и еще, в принципе, какие-то новости, которые делает наш редактор Николай. Нет, еще всякие сравнения фото, видео и так далее. Так что обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылочка будет в описании. И по поводу Huawei Mesh 3 я тоже оставляю ссылку внизу, переходите, посмотрите, если будет интересно, пользуйтесь. На этом все, большое спасибо за то, что посмотрели. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Не болейте, всем вам счастливо и пока.